Здравствуйте, коллеги! Представьте, что мы с вами входим в зал галереи. В нем темно, прохладно, тихо. Хотя нет, не совсем тихо. Мы слышим мягкий звук, пролетающий в проекторе пленки. Такой. И мы видим вот это. Одно из самых изящных и концептуально выдержанных работ знакомого нам художника по имени Нам Джун Пайк. Это Zen for Film. Дзен для фильма, или, как это еще можно перевести, дзен для пленки. Первая пьеса в антологии Flux Film, открывающая цикл экспериментов молодых неодадаистов с движущимся изображением. Что происходит, спросите вы? Кажется, что ничего. Очевидно, что ничего. В проектор заряжена катушка 16-миллиметровой пленки, которая свободно пропускает свет. Это полностью проэкспонированная или попросту засвеченная пленка. Мы смотрим и смотрим на белое полотно экрана. Ничего не происходит. Мы ждем фильм, какое-то изображение, действие. Экран самим своим присутствием включает нашу фантазию, и мы проецируем на него свои мечты, свои ожидания. Исследователи кино из лагеря психоанализа говорили о том, что главный механизм зрительского включения в фильм – это проекция, сопереживание героям, и оно возникает тогда, когда мы проецируем на них собственные желания и страхи. А что же здесь? Чистота экрана, абсолютная, неподвижная. И в этой белой пустоте, в этом свободном пространстве мы можем обнаружить лишь самих себя, смотрящих, присутствующих, здесь и сейчас, в эту самую минуту. Медиапроект Пушкинского музея посвящен вопросу о том, как прожить минуту. Всего одну минуту. Однако она тянется так долго, когда смотришь на белый, скучный экран Пайка. Это работа 1965 года, года рождения видеоарта и года рождения моей мамы. Забавно. В те времена художники начали работать с движущимся изображением, чтобы, как говорил Пайк, дать сдачи телевидению и кино с их языком, полным штампов, с их техниками манипулирования информацией, с их способами насаждать стереотипы и так далее. Как можно нарушить статус-кво? Можно, например, художественно сломать телевизор, лишить его магической силы. И Пайк делал это не раз. Так же, как музыканты, неодадаисты создавали подготовленные пианино или подготовленную скрипку, Пайк создавал подготовленный телевизор, который ничего не показывал. Что еще? Можно поиздеваться над пленкой. Например, наклеить на нее крылья мотыльков, как это делал Брекидж, или рисовать на ней, как в эпизоде «Сон бананана» из фильма «Асса». Можно сжечь пленку кислотой, можно ее процарапать, что только не. А можно оставить пленку как есть и дать ей обнажить собственную материальность, собственное присутствие. Это и сделал Пайк. Мастера медитации говорят о том, что когда человек сидит в такой специальной дзенской форме медитации, сидячей, его задача в том, чтобы даже не то, чтобы очистить свое сознание до полной пустоты, хотя это было бы неплохо, желательно, но хотя бы не обращать внимания на мелькающие в голове мысли. Просто сидеть, просто дышать, открыться своему собственному наличествованию в этом мире, почувствовать, что мое тело здесь, и оно всегда здесь, почувствовать, что мое дыхание сейчас, и оно всегда сейчас. И вот в таком состоянии мы, наконец, можем по-настоящему себя осознать, себя почувствовать. И Пайк заставляет кинопленку медитировать на протяжении нескольких минут. Это видео напоминает еще и работу неодадаиста Роберта Раушенберга «Стертый рисунок де Кунинга». Чистый лист со следами работы множества ластиков. Раушенберг тогда показал, что акт уничтожения, стирания тоже может быть творческим жестом. Однако Нам Джун Пайк, хоть он тоже из поколения неодадаистов, сейчас, кажется, ничего особенного не отрицает, не стирает. Наоборот, он все приветствует.
его белый экран всему открыт. Когда старший товарищ Пайка, его учитель Джон Кейдж, сочинил пьесу «4:33», с которой часто сравнивают «Zen for Film», он замыслил ее не только как музыку, но также как событие, как социальную скульптуру. Пианист Дэвид Тюдор сел перед роялем, открыл крышку и замер. 4 минуты и 33 секунды он не играл, открывая слушателям музыку пустоты и музыку случайности. Ведь любой шорох, кашель, всхлип становится музыкой в течение этих 4 минут и 33 секунд. Так и в Zen for Film. Любая соринка, прилипшая к пленке, становится частью этого видеоарта. И вы смотрите сейчас его на экране компьютера или телефона, и любая царапина ясно, четко заявляет о себе, становится частью произведения, всеприемлющего Пайка, частью потока жизни, который находит отражение в искусстве, проецируясь на этот экран. Поток – это слово, безусловно, крайне важное в наших обстоятельствах. Флаксус, флакс-фильм. Мы говорим о том, что Пайк был из числа тех художников, которые объединились, назвав себя флаксус, или, как по-русски еще говорят, флюксус, от слова «поток». Что они подразумевали? Поток жизни, поток энергии, поток бытия в даоистском или дзен-буддийском смысле. Они говорили о том, что нет нужды создавать какое-то отдельное место для искусства, какие-то специализированные практики, которые нужно считать искусством и которые отстоят от обыденной жизни. Они говорили о том, что весь наш поток бытия – это поток творческий. Неодадаисты, они вообще любили повеселиться, они относились к жизни и сложно, и просто одновременно. Они старались сделать так, чтобы каждый вздох, каждый день, каждый момент был частью вот этого мира искусства. И они говорили о том, как Йозеф Бойс, что к этому миру может присоединиться любой человек, художник, зритель, просто тот, кто размышляет об этом. Ну вот, похоже, мы прожили вместе уже 8 минут. Именно столько длится Zen for Film. И наше время, время нашего разговора, размышления, присутствия слилось со временем Пайка. Если бы мы были в галерее 1965 года, тогда мы могли бы ходить вокруг этого экрана, вокруг этого проектора, и наши тени легли бы на экран и тоже стали бы частью произведения, стали бы тем самым сюжетом, который мы ищем и который, конечно же, не найдем в изображении. Присутствие – вот что для Пайка важно. Мы побывали с вами там, здесь, везде и нигде, в пространстве размышлений. Мы побывали в том самом потоке, который движется неустанно, и все же, тем не менее, это не одна и та же вода.